Здравствуйте, друзья! В эфире «Геоэнергетика Инфо». Максим Радайкин. И я, Борис Марцинкевич. Всем добрый день. Вестингаус и Hyundai подпишут контракт на строительство новых реакторов АЭС в Болгарии. Борис Леонидович, а как так получается, что Hyundai, Вестингаус и что, они реально собираются строить? Ничего нельзя исключать. Сейчас все на уровне переговоров. Речь идет об атомной электростанции «Козлодуй», построенной еще в советские времена на базе реакторов ВВР-1000. Сейчас, в соответствии с новыми модными веяниями, работать с Росатомом нельзя. Сейчас где-то незримо в городе Будапеште улыбается Виктор Орбан. Но у Болгарии свой путь, непростой. Нельзя работать с Росатомом, надо было воспользоваться чем-то модным, прогрессивным. Решили обратиться за услугами компании Вестингаус, она убедительно победила в тендере, после чего, собственно говоря, сообщила, что она только предоставляет технологии, является лицензированным держателем, и не более того. Кто будет финансировать, кто будет строить, это уже проблемы, собственно говоря, со стороны заказчика. Ищите, кто вам тут будет лопатой махать, кто за это денег даст, давайте самостоятельно. Изначально было вроде бы как 5 претендентов, в том числе и американские компании, канадские. Постепенно все отсеялись, поскольку свои условия, видимо, какие-то выставляет Болгария. Кто-то вписался, кто-то не вписался. На день сегодняшний действительно осталась только южнокорейская компания. Она намерена строить, она намерена производить все оборудование, либо самостоятельно, либо, соответственно, на каких-то субподрядных условиях. Что из всего из этого получится, сказать сложно. Изначально, когда вся эта история начиналась, была надежда, что в 1935 и в 1937 годах друг за другом два реактора вступят в эксплуатацию. Должно это было обойтись в 10 миллиардов долларов. На день сегодняшний такие предварительные оценки со стороны болгарских экспертов, что миллиардов получится немножечко больше, не 10, а 20 за целых два реактора АП-1000. У них мощность 1100 мегаватт, несмотря на нумерацию, немножко не совпадает. То есть общая установленная мощность получится 2200 мегаватт, 20 миллиардов. С чем сравнивать? Из таких завершающихся уже строек Росатома, допустим, Аккую в Турции, 4 реактора по 1200 мегаватт, 4800, вместе со строительством нового порта на берегу Средиземного моря 22 миллиарда долларов. То есть американское предложение явно намного выгоднее, чем росатомовское. И потихонечку приходит понимание, что 35-37 годы – это слишком оптимистично. Вероятнее всего, что стройка все-таки будет такая более серьезная. Я так понимаю, что есть надежда перекрыть французские показатели. Опять же, болгарские эксперты оценивают, что лет за 20 удастся это сделать. Торопиться не нужно, тем более, что, собственно говоря, по результатам переговоров с Hyundai договор только подписан. То есть сейчас все будет зависеть от того, с какой скоростью будет работать Hyundai. Неизвестно, пока не озвучено мнение государственного регулятора Болгарии. Будет ли болгарский регулятор считать, что технология реакторов АП-1000 лицензирована для них? Из таких европейских проектов компания Westinghouse — это то, что намечалось к строительству еще в начале десятых годов на территории Великобритании. Но с того момента и времени много прошло. Там лицензирование английское, да, пройдено, но за то время, которое прошло, много что изменилось. Великобритания перестала быть членом Евросоюза. Можно ли рассматривать лицензию, выданную в Великобритании, лицензии, действующие на территории Евросоюза? Я думаю, что здесь юристам есть над чем подумать. За это время, как известно, Вестингаус в третий раз сменил владельца. Сейчас это канадская компания, и ходят кулуарные слухи, что в ближайшее время постараются тоже в очередной раз продать. То есть, такой процесс, по крайней мере, надеюсь, что в Софии сейчас будет никому не скучно. Можно следить, как
идут переговоры в Южной Корее, как относится ко всему к этому Брюссель, что скажет Лондон, как там в Вашингтоне. Ну, очевидно, что это намного выгоднее, чем подписать скучный договор с Росатомом, после этого начать строить. Никаких командировок дальше Москвы ездить никуда не надо, а сейчас вот Сеул, Вашингтон, Лондон, Брюссель, это намного, на мой взгляд, ну, со всех точек зрения выгоднее. Это и командировки оплаченные, и возможность посмотреть новые удивительные страны. Я считаю, что Болгария поступает совершенно рационально. Тем более, что если понаблюдать за тем, что происходит в Европейском Союзе, то с момента начала энергетического кризиса летом 2021 года такой синтетический показатель, как спрос на электроэнергию, упал на 9%. То есть, в общем-то, торопиться строить какие-то новые объекты генерации особого смысла нет, важен процесс. Процесс начался, процесс не скучный, здесь были и слушания в парламенте, парламент Болгарии голосовал, продолжать ли сотрудничество, продолжать ли переговоры с южнокорейской компанией, и с минимальным перевесом все-таки решили эти переговоры продолжать. Это было в июне этого года, и вот уже, собственно говоря, в ноябре переговоры закончились, уже неплохо такой хороший темп набрали. Думаю, что каких-нибудь лет 20, ну, уже может быть, хотя, конечно, может быть, это уже мой возраст сказывается, но когда я слышу вот эти сочетания таких понятий, как Болгария и 20 миллиардов долларов инвестиций, у меня не очень хорошо складывается, но это, наверное, у меня уже такое возрастное. Известно, насколько хороший инвестиционный климат в Болгарии, насколько бурно развивается ее экономика, растет население, идут новые инновационные проекты, слава богу, не связанные с Россией. Если бы с Россией, конечно, было бы намного сложнее, но Болгария молодец, она держится, ей удалось отказаться от всех энергетических проектов совместных с Россией, отказалась от продолжения строительства нефтепровода «Дружба». Первый успех. Южный поток. Удалось торпедировать проект. Проект превратился в турецкий поток. Сплошные успехи. Удалось прервать в одностороннем порядке договор о строительстве новых блоков в составе атомной электростанции Белены. Теперь можно поторговать с запчастями, но после того, как все штрафы заплачены были, Росатом все, что было изготовлено под этот проект, в Болгарию доставил. Теперь этими железяками, которые вот уже 10 лет лежат там на бережку, можно поторговать с Киевом. Вот, ну, совершенно удачно. И один из последних таких крупных успехов Болгарии то, что она отказалась покупать российский трубопроводный газ за рубли. Это было не очень просто, но смогли. Смогли. В отличие от Венгрии, в отличие от немецких компаний, австрийских компаний, вот Болгария, она совершенно последовательна. Ей удается один успех за другим, и ну, я просто не могу, не нарадуюсь. Молодцы. Ни один энергетический проект не прошел. Независимость от России, от здравого смысла, от логики, полнейший расцвет демократии, успехи, европейские ценности, все в полном порядке. Так что я с большим оптимизмом смотрю на семимильные шаги в развитии Болгарии и надеюсь, что все зрители и слушатели, конечно, меня поддержат. Болгария просто молодцы. Ни одного проекта с Россией, даже себе в убыток отказывается, всего, что только можно, молодцы. Иногда с ужасом думаешь, что бы было, если бы был реализован проект Южного потока. Болгария просто сидела бы и получала деньги за транзит газа по ее территории. Но сейчас этого нет, и это же просто прекрасно. Тут на зло Путину мы не зарабатываем деньги. Отлично, отлично. Я считаю, что это один из самых успешных успехов в истории современного Европейского Союза. Болгария так держать. Молодцы. Друзья, YouTube блокирует. Возможно, наш канал следующий, и это видео последнее. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Геоэнергетика Инфо, ссылка в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь прямо сейчас, чтобы не потерять нас. Не ждите окончательной блокировки YouTube.
Борис Леонидович, а вот вы упомянули про турецкий поток. А как с ним обстоят дела и как идут поставки вот в текущей конъюнктуре? Напомню, что проект под названием «Южный поток» предусматривал транзитную мощность 63 миллиарда кубометров газа в год. По дну Черного моря должен был пройти напрямую из России в Болгарию, то есть никаких транзитных дополнительных платежей, никаких проблем с согласованиями дополнительными. Турецкий поток называется турецким, потому что вместо берега Болгарии берег Турции, соответственно, у нас сухопутный участок по всей Турции и мощность в 2 раза ниже. Если Южный поток предусматривал 63 миллиарда кубометров, то турецкий поток 31,5. Две нитки. Одна нитка предназначена для турецких потребителей, и соответствующие контракты у «Газпрома» с 3 турецкими компаниями подписан. Вторая нитка проходит через территорию Болгарии. Не без труда нам удалось построить. Там проблемы были с субподрядчиками, немножко переносили вправо, но справились. Генеральным подрядчиком строительства, кстати, была компания из Саудовской Аравии. Этот газопровод через Болгарию приходит в Сербию, из Сербии в Венгрию. Здесь он заканчивается, хотя изначальный проект предусматривал строительство конечной точку хаб Баумгартен в Австрии, он же Central European Gas Hub, с тем, чтобы замкнуть газовое кольцо. С севера в Баумгартен должны были прийти трубы Северного потока-2, с юга турецкий поток, и в этом случае уровень надежности, безопасности энергообеспечения Европейского Союза значительно увеличивался. Но, слава богу, Европа этого не допустила, ей такие проекты не нужны, ей это скучно слишком, просто идет газ. И вот что, и что с этим делать? Никакой романтики, никакой возможности вести переговоры. Из таких нововведений со стороны Болгарии почему-то турецкий поток, входя на территорию Болгарии, меняет название. Не знаю, кому в Болгарии не нравится название «Турецкий поток». Почему-то дальше называется уже «Балканским потоком». Не понимаю, кому в Болгарии может не нравиться название «Турецкий поток». По-моему, прекрасно. Навевает всевозможные ностальгические воспоминания о прекрасных временах, пока Россия не вмешалась во внутренние дела Болгарии коварно. Вот. До последнего времени газопровод, вторая нитка турецкого потока на 100% мощности не использовалась, но в связи с грядущим очевидным, все более очевидным прекращением транзита российского газа через газотранспортную систему Украины, наполняемость турецкого потока будет расти. Подписано дополнительное соглашение с Сербией о газом у «Газпрома», немножечко увеличит объемы поставок, и подписано дополнительное соглашение с венгерской компанией «МОЛ» еще в прошлом году, на тот случай, если киевский режим действительно прекратит поставки российского газа в Европу через свою газотранспортную систему. Все, что необходимо в Венгрии, будет проходить через турецкий поток. В этом году объемы поставок в Венгрию по турецкому потоку достигли рекордных показателей — 6,2 миллиарда кубометров планируется по итогам года. Но годовая потребность в Венгрии 8,5 миллиардов кубометров. То есть в том случае, если 1 января поставки через Украину прекращаются, значит, дополнительная нагрузка на турецкий поток с тем, чтобы Венгрия полностью получила все, что ей необходимо. Болгария из этих объемов не покупает ничего, потому что нельзя покупать газ за рубли. Хозяин сказал, что так поступать нельзя. Болгария, вполне дисциплинирована, конечно, с учетом необходимости ответственно относиться к приказам, получаемым из Брюсселя, из Вашингтона, разумеется, прекратила это делать. Правда, месяца через 2-3 после вот этого своего героического решения прервать все контракты с «Газпромом», премьер-министр Болгарии удивился, что, оказывается, можно было брать и покупать. Недалеко находящаяся Австрия совершенно спокойно за рубли покупает, и ничего.
Венгрия за рубли покупает, и тоже ничего. Но решение принято. Болгария вполне решительно рубит любые контакты с Россией. И я считаю, что поступает абсолютно обдуманно, последовательно. Продолжается очевидным образом рост благосостояния граждан Болгарии. Правда, отрицательный рост, но он все равно же рост. Значит, все хорошо, значит, все оптимально. Ну, растет ВВП, тоже с отрицательным значением, но это не самое страшное. Главное, что растет. Немножечко сворачивается реальный сектор экономики, но это тоже не страшно. Главное, что из-за этого очень сильно страдает Россия, Кремль и, конечно, больше всех страдает Владимир Владимирович Путин. Так что Болгария на верном пути, правильной дорогой идут товарищи. Борис Леонидович, большое спасибо за комментарий. Друзья, пока YouTube замедляют, призываю вас не дожидаться, пока его заблокируют, и нас вместе с ним. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Геоэнергетика Инфо, ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать, что мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации. Спасибо, до новых встреч. Присоединяйтесь к моим поздравлениям в адрес Болгарии. Очередной большой успех. Не пройдет и 20 лет, и появятся новые энергоблоки атомные по 10 миллиардов за штуку. Прекрасно. С успехом болгарские граждане. Молодцы. Друзья, в очередной раз напоминаю о том, что полное название нашего канала – независимый аналитический онлайн-журнал «Геоэнергетика Инфо». И слово «независимость» после того, как была отключена монетизация со стороны Ютуба, для нас стало дорогим, ценным, близким. Для того, чтобы сохранять независимость, вы прекрасно понимаете, что в наше тревожное время необходимо прежде всего альтернатива, поиск спонсора, который будет задавать нашу новостную повестку, нашу, так скажем, стратегию и тактику, нам кажется не самым удобным, поэтому напоминаю о том, что нас можно видеть прежде всего в нашем телеграм-канале, где мы стараемся сообщать все новости, касающиеся нашей работы, наших новых проектов. Вы нас можете видеть на портале ВКонтакте, вы нас можете видеть в Дзене, вы нас можете поддерживать за счет того, что у нас имеется страница на Sponsor.ru. Все это будет в описании под этим моим кратким вступлением с напоминанием о том, что если вы хотите, чтобы проект «Геоэнергетика Инфо» продолжал развиваться, нам необходима ваша помощь и поддержка. Большое спасибо за внимание.